Сталкинг – это злонамеренное преследование, такое системное нарушение ваших психологических границ, когда какой-то человек навязывается, преследует вас, и, что вот ключевой момент, вы испытываете чувство небезопасности, вам это неприятно, и в крайнем случае вы можете даже испытывать страх. То есть вы боитесь человека, когда вот он начинает вам, например, звонить или писать, вы видите только мессенджер уведомления, и у вас сразу как-то вот такая реакция адреналиновая работает. То есть, когда ваш, не знаю, там, лучший друг вам навязчиво вас зазывает на какую-то вечеринку, это не сталкинг, это просто навязчивость, которую вы можете принять. Здесь ключевой момент, что это нарушены ваши психологические границы. Вы встречались с человеком, а потом перестали с ним встречаться, это ваш бывший или ваша бывшая, вы договорились, что вы общаться не будете, и против ваших договоренностей он старается навязать свое общение, он вас преследует на улице, как-то сталкивается где-то среди людей, он общается через ваших знакомых, через ваших родственников, как-то, не знаю, постоянно присутствует на вашей странице в социальных сетях. Вот это вот сталкинг, нарушение психологических границ. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям. Сегодня мы говорим о том, что такое сталкинг, как отличить сталкинг от просто каких-то моментов нарушения ваших личностных границ, таких частных. Собственно, что делать, если ты столкнулся с сталкингом, как от него обезопаситься. Если эта тема вам интересна, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе об уведомлениях на моем канале. И мы начинаем. И первый признак сталкинга – это навязчивые звонки и сообщения. Мы живем в социальных сетях, и вот представьте, вы с человеком договорились, что вы не общаетесь, и он начинает вам как-то названивать, писать, вы его блокируете, а он находит вас через какие-то другие, не знаю, вот там социальные сети, начинает звонить с каких-то других номеров, и в какой-то момент вы замечаете, что вы видите, что звонит человек с незнакомого номера, и вы прям вот начинаете подбираться, как-то вам страшно становится, вам неприятно. Вы понимаете, что скорее всего это он, это может быть он, и вы уже начинаете быть подозрительными выше меры. То есть он начинает вас, по сути, так немножко газлайтить, потому что вы начинаете сомневаться в своем какой-то психическом устойчивости, начинается такая, знаете, параноидная настроенность. То есть любое непонятное сообщение с неизвестного номера, любой звонок с неизвестного номера воспринимается как, возможно, это он, я уже побаиваюсь как-то. Второй признак сталкинга – это физическое преследование. Знаете, это только в фильмах так это романтично выглядит, когда вот я иду там, например, по своему какому-то магазинчику местному, и тут бац, и встречаю его, и мы так, ой, как-то вот встретились, какое необычное совпадение. Если вы понимаете, что эти совпадения, они, ну уж явно не случайны, вы постоянно его встречаете в тех местах, где вроде как не должно его находиться, или слишком часто вы его встречаете, значит, скорее всего, он вас преследует. Понимаете? Вот это неотъемлемая черта сталкинга. Как только ты понимаешь, что тебя кто-то преследует, тебе сразу становятся непонятны его мотивы, и ты перестаешь чувствовать себя безопасным. Потому что очень важный аспект безопасности – это безопасность через дистанцию, через расстояние, через пространство. А здесь такая ситуация, что ты постоянно человека встречаешь в каких-то неожиданных местах, и потом у тебя появляется такое вот убеждение тревожное, что в принципе он в любом месте может появиться. Если он раз появился на стоянке, где никогда не появлялся, раз он появился рядом, там, например, со школой, где мой ребенок учится, там, раз он еще где-то появился, то в принципе он тогда в любом неожиданном месте может появиться. И опять же ты начинаешь находиться в таком, знаете, как бы параноидном каком-то вот настороженности. Следующий признак – это слежка в соцсетях. То есть вы замечаете, что этот человек пролайкал все вообще ваши фотографии, начиная с какой-то самой первой там аватарки, которая была там, не знаю, в 90-м году вы там когда-то поставили. Все прокомментировал, комментирует каждый какой-то пост, учитывая, там, знаете, включая всякие посты типа там, кто знает, где в нашем районе там открылась новая библиотека там, или какой-то кофейный магазин. То есть он постоянно присутствует, показывает, чтобы все видели, чтобы вы заметили, чтобы другие люди могли заметить, что он присутствует на вашей социальной странице социальной сети. Либо другая ситуация, он может еще, знаете, под каждым вашим постом писать какой-то такой саркастический, часто такой очень, знаете, юморной, как ему кажется, дебильный как бы комментарий, чтобы показать, что я здесь вот как бы потоптался, я вот здесь пометил, так сказать, территорию свою. Распространение ложной информации. Обычно это, если женщина-сталкер, это такая истерическая женщина, если мужчина такой психопатизированный. Это вот такие, знаете, когда начинают через соцсети или через общение с близкими как-то вот такие вещи как бы запускать, что в этом районе была авария, вот с вашим сыном или с вашей дочерью ничего не случилось, а то давно не было вестей от него или от нее. Понимаете? То есть нагоняется вот такой вот какой-то. Или, например, может вашему партнеру прийти какое-то сообщение, что следи за своей женщиной, потому что она часто бывает вот в таком-то месте, и как бы, есть мысли, можно подозревать, что, возможно, она неверна. То есть, знаете, начинает нагонять такую вот какую-то тревогу. Основные вообще цели сталкера – это первое.
постоянно как бы находиться где-то в поле внимания, чтобы ты постоянно чувствовал как бы спиной, знаете, спиной покрывшейся мурашками, а ты чувствовал, что он где-то присутствует, при этом он не приближается. Либо потому, что ты его к себе не подпускаешь, либо потому, что часто бывает так, что он как, знаете, какой-то вот вуайерист, ну, боится прямого контакта, ему, ну, он не может с тобой прямо поговорить, потому что как-то слишком восхищается тобой, или какие-то у него есть запреты для того, чтобы общаться, но при этом он не может перестать тебя преследовать. И вторая важная вещь, это для сталкера важно, чтобы ты испытывал какие-то высокоинтенсивные эмоции, ну и в случае с преследованием, ну, проще всего вызвать страх. То есть вот эта вот спина, покрывшаяся мурашками, которую я чувствую человека, который за мной следит. И вот он чувствует, что тебе неприятно, ты постоянно от него пытаешься отделаться, ты от него постоянно убегаешь, то есть, значит, ты для него важен, и он тебя боится. Раз он тебя боится, значит, ты важен и контролируешь. Пристальное внимание к каким-то вот подробностям вашей личной жизни. Ну, предположим, вот такой человек постоянно мониторит все ваши соцсети, и где-то он заметил, что вот вы кашляли там в одной соцсети, в другой соцсети, и вот он где-то пишет в комментарии: а вы уже выздоровели, потому что вы же болели. И таким образом он показывает, ну, во-первых, всем остальным, которые читают эти комментарии, что он находится в каком-то привилегированном таком положении, то есть он прямо как бы, ну, чуть ли не член семьи, который сидит рядом за руку держит. Во-вторых, он тебе показывает, что я очень четко за тобой слежу. Ты его там покашлял, и я сложил эти два как бы факта, и я теперь знаю, что ты болел. А теперь ходи, оглядывайся и бойся, и думай о том, что еще я о тебе могу знать. Еще к сталкингу относят такую вещь, как съемка без разрешения. Но это, мне кажется, не очень распространено, потому что нужно иметь определенные технические способности. Вообще нужно уметь так вот снимать человека, чтобы он не заметил. То есть, по сути, мы говорим о папарацци, так сказать. Искусство, мастерство папарацци. То есть человек, предположим, находится где-то, вы пошли на какую-то вечеринку, потому что где-то вы запостили, что вы собираетесь туда идти, какой-то, предположим, концерт. Он тоже туда идет, но он остается там вот так, чтобы его не заметили, и при этом фотографирует, предположим, себя, селфи на фоне там сцены, и вы в этом кадре показываетесь. Потом он выкладывает у себя или где-нибудь еще, и, ну, знаете, опять же, он стремится таким образом показать две вещи, что он постоянно рядом, и он знает о вас больше, чем вы о нем, он знает, что он находится рядом с вами, а вы не знаете, что он находился рядом с вами. И второе, что он может вас, ну, вот, как бы контролировать. Следующее проявление сталкинга, ну, такая штука, конечно, не часто такие щедрые сталкеры как бы попадаются. Это широкие жесты и какие-то очень дорогие подарки. Ну, это по типу, знаете, когда мужчина женщине присылает какие-то с курьером много роз, там, например, типа вот, 1 000 000 алых роз, или какого-то здоровенного этого медведя плюшевого, или еще что-то. И вот он присылает, опять же, здесь вот ему важно предвкушать просто вот эти вот смешанные такие вот противоречивые эмоции. Ну, радость, потому что это что-то такое приятное, это удивление, и удивление, переходящее в такой, знаете, вот в настороженность какой-то и страх, потому что откуда он знает, что это означает. Теперь, я что-то должна теперь. Ну, когда тебе человек открыто дарит цветы, ты ему улыбаешься и говоришь спасибо. И вот вы равны, вы сравнялись. Твое спасибо, твоя радость, которую он увидел, она, ну, как бы является ответом на его подарок. А здесь подарок сделан, знаете, как будто бы так издалека, из-за угла. И вот ты получаешь этот подарок, а кому же мне, ну, тут благодарную радость свою давать? Кто же увидит мой этот вау-эффект? Никто. А чем же тогда я должна буду отплатить? Что же тогда он от меня ждет, понимаете? То есть, опять же, сталкер постоянно загоняет человека в такое вот ощущение вот небезопасности, прозрачности своих личных границ и ощущение вот какого-то тревожное ожидание того, что он где-то опять выскочит из-за угла, как этот черт из табакерки. Ну и, конечно же, в ситуации, например, с бывшими, когда бывшие сталкерят, это общение через других людей. Вот он вам названивал, написывал, вы его переблокировали везде, вам надоело уже вздрагивать, вы себе, скажем, заблокировали на телефоне звонки с незнакомых номеров, все, вроде бы все хорошо, и тут начинается. Вам звонит какой-то ваш друг или знакомая, или там, не знаю, мама, родственники, говорят, вот он звонил, или я его встретила, мы с ним поговорили, вот он как-то там кто-то тебе хотел передать, там и начинается. В общем, тебе нужно, получается, всем, как будто бы твоим близким людям, объяснять, что им нужно выстроить границу против него, а не всегда легко это объяснить, потому что, предположим, какие-то наши общие друзья, чего они должны эту границу выстраивать. Либо, второй вариант, тебе нужно строить эту границу, ну, по свою сторону. То есть тебе нужно тогда отгораживаться уже от этих друзей, которые могут стать посредниками, понимаете? То есть тогда сталкер таким образом ведет к тебя к изоляции, к самоизоляции. А если ты самоизолирована, и за тобой следят, ты опять же находишься постоянно в осадном положении, в тревоге. А это то, что нужно сталкеру, потому что я за тобой слежу,
инициатива за мной, я контролирую ситуацию, а ты там сиди и бойся. Что нужно делать, если вы стали жертвой сталкера, жертвой сталкинга? Значит, в такой ситуации нужно прежде всего отнестись к этому серьезно, к этой ситуации и кому-то рассказать. Потому что, знаете, как правило, ну вот за мной кто-то следит, ну подумаешь, человек перелайкал все мои посты в социальных сетях. Ну что, я пойду кому-то об этом говорить? Ну это же смешно. Нет, это не смешно, потому что сталкинг это, ну вот такое поведение в некоторых странах, там, в некоторых штатах в Америке, оно является, в принципе, административным там, или уголовно каким-то правонарушением. То есть человек своим поведением заставляет тебя чувствовать небезопасность и страх. Это, ну, по сути, как бы такая разновидность психологического насилия. Поэтому важно к этому отнестись серьезно, рассказать кому-то из своих друзей, знакомых. Опять же, если вы как-то накручиваете или загоняетесь, то рассказав другому человеку, вы можете опереться и свои субъективные переживания немножко объективизировать. Они, по крайней мере, станут вашими такими совместными. Вы, знаете, как две головы лучше, чем одна. То другой человек может более прохладно на это посмотреть, на эту ситуацию. Во-вторых, если вы расскажете другому человеку, то вы будете чувствовать себя немножко увереннее, потому что всегда есть кто-то, кому можно позвонить. Важно, чтобы у вас был человек, который в курсе и которого в случае, если вдруг вам становится очень страшно, предположим, вот ночью начинаются звонки какие-то на телефон, вы блокируете, и тут начинается звонок в домофон, представьте себе. Это действительно страшно, любой человек как-то напряжется. И вот важно, чтобы был человек, которому вы сможете позвонить, потому что если вы долгое время делали вид, что да ничего, подумаешь, ничего страшного, это всего лишь это не серьезно, и тут начинается такая ситуация, а вы находитесь в таком паническом состоянии, то как вы в таком состоянии позвоните какому-то даже своему, пускай родственнику или другу, который не знает об этой ситуации, как вы ему об этом расскажете? Ему будет непонятно, он будет слышать испуганного человека, предположим, испуганная женщина ночью звонит, говорит, мне все звонят в двери. Это звучит так, знаете. Если же он уже в курсе, то вам будет проще об этом говорить. Вторая важная вещь, серьезно относитесь к угрозам. То есть в рамках сталкинга любые угрозы вы воспринимаете так, как будто бы человек вот так и сделает, как угрожает. Конечно, скорее всего, он просто старается вас испугать и вызвать в вас какие-то эмоции. Но дело в том, что если вы будете, опять же, стараться терпеть, стараться держать себя в руках, то вы в результате, у него же есть бесконечный ресурс, он имеет бесконечное времени, бесконечное количество подходов, чтобы вас расшатывать. А вы, получается, как будто бы тратите свой ресурс на то, чтобы не замечать ситуацию, которая, по сути, происходит. Если он вам угрожает, например, я не знаю, скажем, что я сейчас приду, тебя побью, вызывайте полицию, пусть будет у вас какая-то бумага, пусть в конце концов приедет полиция, если он за вами следит, он увидит, что вы настроены серьезно. Если он там, не знаю, какие-то есть угрозы такие, другого какого-то характера, опять же, принимайте какие-то симметричные, комплементарные, адекватные действия, адекватные этой угрозе, которую вы слышите. То есть не старайтесь эту угрозу как будто бы так смягчить и решить, да, это мне так показалось. Сидите перепуганная, знаете, такая тяжесть на душе, и вы думаете, да нет, наверное, это все угрозы, наверное, это блеф. Относитесь к этому не как к блефу. Установите границы и заранее решите, что вы будете делать в случае, если каждая из этих границ будет как-то нарушена. Предположим, вы его везде заблокировали. Что вы будете делать, если к вам поступит сообщение с незнакомого номера? Вы будете по умолчанию все сообщения с незнакомого номера не смотреть? Или вы один раз можете посмотреть, как только поймете что-то, тогда вы его только заблокируете? Или как вы будете себя вести? Вам нужно принять это решение, пока вы находитесь в холодном, спокойном состоянии, чтобы потом вы просто действовали по ранее принятому плану какому-то, запланированному какому-то решению. Потому что когда ты находишься в эмоциях, очень сложно понять, как действовать. Также важно сохранять все возможные доказательства. Такое это дело, конечно, не очень благодарное, когда ты уже прям настолько встрял в этот сталкинг, что тебе нужно сохранять все доказательства, все там переписки и прочие вещи на случай дальнейших каких-то разбирательств. Но все-таки, если есть такая возможность, какие-то скриншоты, сохраните, пусть оно лежит у вас в телефоне, и, в общем, просто так оно вам будет спокойнее. И если вы стали жертвой сталкинга, стоит, конечно, пересмотреть правила поведения в интернете, нужно больше безопасности, чтобы было. Пересмотрите настройки конфиденциальности в всех социальных сетях, может быть, отключите геолокацию, когда вы делаете фотографии. Постарайтесь сделать так, чтобы в интернете меньше было о вас какой-то информации такой ненужной и, в частности, актуальной. То есть вы куда-то пошли и выложили фотографию, по этой фотографии понятно, где вы находитесь. Чтобы такого не было, чтобы вас нельзя было, знаете, в режиме реального времени отследить или понимать, что с вами происходит, когда вы скажем, болеете, когда вы куда-то путешествуете где-то, когда вы где-то находитесь, когда вы с кем-то общаетесь. Потому что если вы выкладываете какую-то информацию себе, которая какое-то время уже прошло, это как бы просто такие факты, приятные впечатления, приятные воспоминания. А когда вы прям в режиме реального времени себе что-то выкладываете, то это, конечно же, данные для сталкера, для того, чтобы вас преследовать.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, бывали ли такие ситуации, что вас кто-то преследовал в соцсетях или в реале, как вы в такой ситуации поступали. И напишите еще, это очень важно с психологической точки зрения, что вы чувствовали, как вот вы опирались на свои ощущения, то есть было ли вот это чувство какого-то страха или какого-то такого напряжения, тревоги, что вы делали, опираясь на эти чувства, то есть это будет очень важным таким дополнением. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, это для меня важно, подпишитесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.